Всем привет! Дело было вечером, делать было нечего. Сидел я тут, листал ютубчик и заметил, что у аквариумистов часто попадаются такие вот устройства. Называются они Twinstar. Twinstar, другие называют окислитель, другие называют стерилизатор. В общем, если просто поискать по ютубу, то их тут очень много. Есть как самодельные, так и покупные. И по сути, посмотрел я эти самоделки, вот оксидаторами называют их, ионизаторами. Как только не называют. Это, дескать, прям панацея от всяких водорослей. Посмотрев самоделки, я понял, что он не сложнее гаражно-армейского кипятильника, который называется трактор в простонародье. И подумал, думаю, а почему бы и нет? Думаю, надо только поискать, найти. Что, все закончились? Ну, на самом деле их было там много, действительно, когда я пересматривал все по Ютубу. Думал, что надо найти только нержавеечную сеточку. А нержавеечную сеточку я нашел у себя в загашнике. Это префильтр, заказанный когда-то лет 7 назад еще с Алиэкспресса. Только у меня со временем отлетело донышко, а потом отлетело и посадочное место. И отлетела и куда-то потерялась. Осталась только трубка-сеточка в форме трубочки. В общем, решил я ее разрезать пополам и изобразить пресловутый кипятильник. Получилось у меня два таких вот прямоугольничка. Извиняюсь, сейчас свет включу. Вот. Два таких вот прямоугольничка. Я не знаю, почему их все упорно делают круглыми. Разницы-то нету, в принципе. Круглый он, прямоугольный. Видите, сеточка, ячеистость сетки вот такая вот. Фокус, фокус. То есть стандартные остатки от префильтра. Хотел я его изначально скрутить действительно спичками и нитками, как тот самый бульбулятор-трактор, кипятильник. Но потом вспомнил, зачем мне мучиться со спичками и нитками, если у меня есть соплевой пистолет. Извиняюсь, клеевой пистолет, который больше известен в народе как горячие сопли. Ну и, в общем, прошелся я по периметру им, везде по краям, чтобы не было короткого замыкания. Оставил тут 2-3 миллиметра по-разному. И еще одну дополнительную полоску проклеил посередине, чтобы, если вдруг сожму нечаянно, чтобы не было короткого замыкания. Поискал в загашнике, опять-таки, блок питания. Это он мокрый у меня, я его уже в ведре испробовал. А вот в аквариуме мы с вами его сейчас попробуем вместе. Так, поискал блок питания. Из блоков питания у меня нашлось только 12-вольтовый на 200 миллиампер. Ничего более крупного я не нашел, хотя в самодельщике предлагают почему-то делать 2-амперные. Ну ладно, 200 миллиампер тоже должно работать, если это будет работать вообще. Так, ну что ж, давайте воткнем в розетку. Так, отпугнем коридороса, чтобы он тут не шлялся. И включаем. Сейчас можно свет убрать. Вау! В общем, могу сказать, такой вау-эффект получается. Да, в ведре это так не выглядело. А здесь в аквариуме, в большом объеме воды через стекло, это выглядит действительно впечатляюще. Такое ничего себе. Прям облака из мелкой воздушной газовой смеси. Любопытно, интересно. Правда, скажу честно, я до сих пор не понимаю, зачем я это сделал, зачем оно мне нужно. Просто захотелось изобразить что-то из того, что делают аквариумные самодельщики. Ну вот я изобразил. Вообще, по сути, если задуматься,
Петушок, тебе там нормально все? Коридорес, не приближайся. Не надо. Надо бы еще по краям дополнительно слой по периметру нанести, чтобы... А вот коридорес как-то странно себя ведет. Он что-то приближается и резко от него сматывается. Да, что хотел сказать. Если его оставлять на постоянной основе, надо все-таки по периметру рамку побольше сделать. Наклеить больше клея, чтобы просто рыбцы не сели и не коротнули. Сомневаюсь, что им понравится электроудар. Пусть он там и не сильный будет, но рыбки-то они сами по себе мелкие, поэтому, наверное, лучше не надо им много. Так, штука работает. А какой смысл в ней, я, честно говоря, не особо и понимаю. В общем, подскажите, имеет ли смысл держать ее постоянно включенной? Ну, не постоянно, скажем так. Даже тот же самый Чехирос или кто там, Твинстар этот делает, они его включают, он автоматически включается на определенное время, потом выключается, потом опять включается. Но это все реализуемо электронным таймером. Просто в розетку воткнуть, чтобы он включался, там, допустим, на минуту раз в сутки или на утром и вечером. Утром и вечером, допустим, по минуте или по 2 минуты. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько его настраивать и для чего оно мне это надо. Насколько я понимаю, он как окислитель может заменять собой пероксид водорода. Ну, честно говоря, я что-то как-то сомневаюсь. Ну да, он разлагает воду на кислород и водород. Но все равно как-то по мне это все выглядит подозрительно и сомнительно. В общем, пишите в комментариях, кто что думает вообще по этому поводу. Кто пользовался такими оксидаторами или окислителями. Ну, в общем, скажем так, просто кипятильник для аквариума. Но на этом, пожалуй, больше полезной информации я вам не скажу ничего. Потому что сам не знаю, для чего это, зачем и почему оно мне. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Потому что хоть какая-то реакция будет говорить о том, что вам эта информация хоть как-то полезна или бесполезна. А это мне поможет определиться, действительно, надо ли мне еще снимать видео даже про этот же кипятильник или нет. В общем, любой фидбэк от вас будет очень интересен. Всем хорошего времени суток.